Забудьте все, что вы знали о косплее ранее, потому что ничего лучше в своей жизни вы еще не видели. Хай, Барби! Хай, Кен! Рада приветствовать на канале Бульбина Долл. Да, это я. Вот и начинается эпоха видео на новом месте, в городе, в котором я чужой. Короче, война войной, а Бульбина всех веселит по расписанию. Хоть образ у меня и весьма комичный, я надеюсь, несложно догадаться, какую куколку мы будем распаковывать сегодня. Да, это та самая желанная кукла 2025 года. Сколько видео есть о том, как ее выкупали люди, как не могли выкупить, как за нее боролись и дрались. Я выкупила всем желающим, кто ко мне обратился, потому что я инопланетянин, нахуй. Вот, вылез. Это он. Alien, чужой, Monster High с коллектор. В общем, по моему мнению, которое совпадает, наверное, с большинством коллекционеров, это лучший коллектор в истории Mattel. Увидев его, я захотела его в коллекцию себе сразу. Но это была такая, знаете, хайповое настроеньица. Обнаружив, сколько желающих ко мне обращается: купите, купите, выкупите нам, пожалуйста, привезите, я понимаю, что мне-то, в принципе, он нужен чисто пощупать, посмотреть и забыть. Потому что, как я говорила, я не коллекционирую Monster High. Из коллекторов, тем более, у меня ни одного не было. И, в общем, немного поразмыслив, я решила, что я готова уступить свое место в очереди на его выкуп человеку, который даст мне куклу на обзор, потому что я хочу его пощупать, хочу распаковать вместе с вами. В общем, спасибо Алле, это ее куколка. Получается такой чужой-чужой. В общем-то, давайте рассматривать этот прорывной коллектор, распаковывать и щупать. Но прежде чем мы начнем, конечно же, я хочу попросить поставить лайк этому видео прямо сейчас. Прямо сейчас можно написать какой-то комментарий о моем смехотворном образе, например. Вы же точно забудете написать его в конце этого видео, поэтому поставьте сейчас на паузу и напишите. Еще желательно подписаться на канал, нажать на колокольчик. Видео я выпускаю редко. Если вы нажмете на колокольчик, вы будете знать о выходе первыми. В конце концов, но я же вам не чужой. Итак, погнали. Как и все коллекторы, Alien, чужой, выпускается в охеренной коробке. Я вам все время это показывала ее задней стороной, но это не важно, потому что это же просто произведение искусства. Здесь мы видим яйцо ксеноморфа. Ксеноморф – это инопланетное существо. Ну, я сегодня. Вот. И именно такое изображение было на постере самого первого фильма «Чужой» 1979 года. Под яйцом надпись «В космосе никто не услышит твой крик». Это тоже слоган первого фильма. Теперь рассмотрим перед. Ну вот, моя близняшка. Скажите, мы просто две копии. Сам ксеноморф, Monster High, коллектор, Alien, чужой, инопланетянин. Надпись Alien, чужой, эмблема Mattel, Monster High коллектор и красивейшее, блестящее, глянцевое изображение самого ксеноморфика. Я, как фанат фильмов ужасов, конечно же, просто в полном восторге. Фильмы «Чужой» я, конечно, не люблю, не особо. Но я настолько зашкварилась перед этим обзором, настолько прониклась, вспомнила эту вселенную, что пересмотрела практически все фильмы, мне остался только самый новый. И начала даже в игру играть Alien Isolation. Ну, в общем, я задрот. Ну так продолжим рассматривать. Сверху ничего. Снизу Mattel, год выпуска 25-й, никакой полезной информации. Итак, как и все коллекторы, коробка этой куклы состоит из двух частей картонных, которые легким движением руки раскрываются. Я так говорю, будто бы когда-то коллекторов трогала в своей жизни. Две половинки коробки. Вы уже видите все, я еще не видела. И мне очень интересно,
и тревожно, и сейчас я эту куклу не верну ее обладательнице, возможно. С левой стороны, опять же, глянцевое изображение, фотография самого ксеноморфа куклы. С правой стороны его хвост. И я уже здесь поглядываю. Ну что, нужно и мне посмотреть. Господи! Я реально сейчас верну деньги и, по-моему, заберу эту куклу себе. Ну, в общем, да, это произведение искусства. Сзади надпись «Alien», «Чужой». Дальше какие-то аббревиатурки, 6000. Это кодовое имя бортового компьютера из фильма, но я не уверена, я смотрела неделю назад фильмы, но с моей водолейской памятью я ничего не помню. Так, дальше надпись «Интерфейс 2037 готов к запросу. В систему введен пользователь Рипли». Все мы, кто смотрел «Чужого», помним, кто такая Рипли. Это главный персонаж всей франшизы, великолепная женщина, великолепная актриса. Дальше. Запрос. Что за история, мама? Мамой как раз в первом фильме называли ИИ корабля, который управлял всеми системами. То есть это Рипли обращается к кораблю с запросом, что за история. На что мама ей отвечает: инопланетная форма жизни прорвала корабль и обошла форму жизни. Если что, перевод у меня из Гугла. Местоположение неизвестно. Кратко подкрадывается, обладает гладкой биохимической и внешним корпусом. Ну, вы поняли. Высокоразвитый совершенный организм. Это описание самого ксеноморфа, конечно же. Запрос, опять же, от Рипли. Оценка текущих процедур по нейтрализации чужой формы жизни. Невозможно прояснить, имеющихся данных недостаточно. Форма жизни смертельна, использует поворотный хвост. Тот самый хвост. Так вот, форма жизни смертельно опасна, использует поворотный хвост и едкие биожидкости в качестве защитных механизмов. Прямое конфронтирование неразумно. Опять запрос от Рипли. Улучшение. Ответ. Без дальнейших улучшений форма жизни демонстрирует почти идеальную способность к выживанию, высокая адаптивность, невероятная сила и смертоносные инстинкты. С ее структурным совершенством может сравниться только его враждебность. Запрос от Рипли. Каковы мои шансы? Невозможно прояснить. Приоритет первый – обеспечить возврат организма для анализа. Все остальные соображения второстепенны, экипаж – расходный материал. В общем, как мы понимаем, весь диалог на задней части коробки – это отсылка к первой части фильма «Чужой». Здесь кратко рассказываются, повторяются основные события фильма, а именно то, как отряду, в котором Рипли летела в космос, было тайно поручено забрать чужого для экспериментов, любой ценой жизни команды и так далее. Пересказывать фильм я, конечно же, не буду, обязательно его посмотрите. Первая часть просто замечательная. Боже, а Прометей и все после — это такое дерьмо. Так вот, переходим к самой кукле. Это произведение искусства. Я думаю, каждый согласится, что какими бы офигенными не были предыдущие сколлекторы, хотя мне далеко не все нравятся, у меня вообще вкус специфический, возможно, я когда-то сниму топ моих предпочтений по сколлекторам Monster High. В общем, это лучшее, что выпускалось. Рассмотрим куколку. Она находится под защитным блистером, который легко вынимается. И вот она практически на свободе. Кукла располагается на заднике, который представляет собой корабль Ностромо первой части фильма «Чужой». Это, судя по всему, коридор корабля, и мы видим кучу зеленой жижи. А это то ли кровь чужого, кислотная, то ли его плевки, которые тоже являются кислотой. Для того, чтобы открепить куколку из вот этой вот части коробки, нам нужно вытащить еще одну картонную частичку, то есть сам задник. Рассмотрим задничек без куклы уже чуть-чуть ближе.
Вон куча всяких трубок, вентиляции корабля, пол какой-то разломленный, как будто бы сюда прыгнул сам ксеноморф, я так понимаю, и раздробил пол. Опять же, слюни-кровь. Скорее всего, слюна, у нас же не раненый ксеноморф, но сейчас мы рассмотрим поближе. В общем, очень симпатичный задник, если открепить эту часть. Была бы это моя кукла, я бы ее и так открепила, но поскольку она чужая, пытаюсь все, как бы, чтобы потом вернуть все на место. Сзади задника был в пакетике прикреплен сертификат Monster High Collector. Впервые держу сертификат коллекторский в руках. Я вообще, как я уже говорила, впервые с коллектора распаковываю. Ну, в общем, Monster High Collector, название самой куклы Alien чужой. И указано, что этот сертификат подтверждает, что кукла создана в коллаборации дизайнеров Mattel и 20 век студия, которая снимала самого чужого и обладает правами на него. Также к заднику скотчем была приклеена подставка, состоящая из 3 частей. Сейчас мы ее соберем. Уникальная подставка Monster High с креплением седлом и держателями под ноги. Я такого точно не видела и думаю, никто еще такого не видел. Снизу классическая паутинка Monster High-шная, надпись Monster High, черепок Monster High, эмблемка. Подставка действительно уникальная, указано, что произведена в 25 году, то есть сам молд этой подставки отлит и сделана в Китае. Ну и вот она, богиня, о которой мечтает каждый коллекционер Monster High. Ну что, наша куколка на свободе. Мне немного страшно, когда она была прикреплена к коробке, было как-то поспокойнее. Теперь кажется, что в любую минуту она на меня бросится и сожрет. Боже, она настолько детализированная и красивая, что я даже не знаю, с чего начать. Тем более она у меня в кадр не влазит в полный рост нормально, то я потом подсниму уже сдалека. Короче, давайте, наверное, снизу, потому что у нее офигеннейшая обувь. И подниматься вверх. Будем рассматривать каждую деталь. Это, кстати, отсылка на мой обзор Bratz. Кто помнит, тот помнит. Первое, что хочу сказать, для нее как-то низковата подставка. Или я что-то не так делаю. Когда она стоит на ровных ногах, на каблуках, она тогда не упирается в седло, как видите. А чтобы ее упереть в седло, тогда она немножечко левитирует и ноги приходится сгибать. В общем, странное решение, или я делаю что-то не так. Итак, обувь. Это настоящее произведение искусства. Обувь представляет собой черных лицехватов. Как мы помним, это одна из первых стадий зарождения чужого, одна из его форм развития, которая присасывается к лицу жертвы, запускает в его пищеварительную систему свои трубки и питается ее содержимым, паразитируя на своей жертве. В общем, это 2 черных лицехвата, которые впились ей в ступни. Вот он, сам лицехват, со своими мерзкими лапками. Вот его хвост, уходящий, обвивающий. Ниже, под ним, платформа в форме челюсти самого чужого ксеноморфа взрослого. Зубы, видите, его зубки, подбородок, челюха. Каблук – это хвост. То ли лицехвата тут заворачиваются, то ли это уже хвост чужого, сложно понять. То ли они переплетаются вместе с хвостом лицехвата. В общем, тут все в каких-то хвостах. В общем, обувь – это настоящее произведение искусства. Это вам не просто какой-то каблучок, как у Monster High обычно делают. Там типа необычный каблучок и все. Здесь детализация, 100 из 10. Просто шедевр. Это можно рассматривать бесконечно. Тут столько фактуры, деталей. И эти лицехватики просто сводят меня с ума. Прелесть. Я ее постепенно раздеваю и показываю вам все поближе. Дальше у нас юбочка. Как видим, она состоит из 3 таких клиньев. Спереди полоска и по бокам 2 полоски. Черного цвета сетчатая прозрачная ткань с серебристой окантовкой блестящей.
и рисунками блестящими изумрудного темно такого зеленого цвета. Застегивается юбка прямо над хвостом на липучечку. К сожалению, камера не передает, насколько эта вещь красивая. Она блестит, переливается, но это, я надеюсь, вы видите. Все эти зеленые узоры – это разные стадии развития нашего ксеноморфа. Надеюсь, вам видно. Вот он еще маленький зародышек какой-то, тот самый грудолом. Это в грудине жертвы развивается вот такой геточка, грудоломчик, который, ломая ребра, в результате вырывается из тела жертвы и уже не паразитирует, а сам проживает свою лучшую жизнь. Посмотрите, какой он милый, обожаю деток. Здесь у нас половинка туловища того самого лицехвата. Здесь не совсем понимаю, что конкретно изображено, но явно какие-то части тела одной из форм развития, стадий развития ксеноморфа. В общем, эта детализация просто поражает. Для фанатов вселенной Чужого, ну это просто офигенно. Порассматривать стадии, все эти отсылки, грудолом, лицехват. На переднем клине юбки какие-то, как будто бы какая-то башня майя. Я не очень понимаю, что это. Возможно, не могу вспомнить, хотя фильмы пересматривала совсем недавно. Ну, в общем, эта юбочка – это просто произведение искусства с кучей отсылок, детализация 100 из 10. Супер! Так, следующий элемент одежды на ней – это офигенный как бы боди из латексного материала черного. Здесь как бы трусики, здесь портупеи, а сверху на нем такой как бы бюстгальтер, который представляет собой экзоскелет ксеноморфа. Крепится он сзади на вот ее отростках на теле. Сейчас мы это снимем и рассмотрим поближе. Вот так выглядит этот элемент одежды без куклы. Это как бы такой доспех. Как мы помним из фильма, ксеноморф – это сверхсущество с мощной защитой. У него крепчайший экзоскелет, непробиваемая кожа, практически никаким оружием он почти ничего не боится. И вот так Mattel изобразили всю эту его оболочку, отростки какие-то. Знала бы я строение ксеноморфа, я бы рассказала вам подробнее. Короче, продумано все просто до мелочей, все очень плотно одевается, крепится к самому телу. Ничего нигде не цепляется, не мешает, выглядит великолепно красиво. Третий элемент одежды – это, оказывается, топ, который сверху на этом бодике, и эта часть скрывалась под этой, так сказать, броней. Этот топ из того же материала, из которого юбочка, и с такими же рисунками. Сложно сказать, что изображено на груди, как будто бы скелет самого ксеноморфа, вот, как будто позвоночник, но я не уверена. Рукава такие, как у средневековой принцессы. На рукавах тоже лицехваты, своими щупальцами обвивающие руки куклы. Сзади топ имеет отверстие для того, чтобы не цепляться за отростки этой куклы, и под отростками крепится на липучку. И сверху на шее тоже липучечка маленькая. Чтобы топ снять с куклы, нужно отсоединить ее кисти. Вот так этот топ выглядит отдельно от куклы. В жизни, конечно, все намного ярче и проще рассмотреть узоры. В камеру они очень сильно отливают. Но думаю, в целом вы видите, какая это красота. Сшито все очень качественно, ни ниток не торчит, ничего. Просто супер. Только посмотрите на эту секси-чику в латексном офигенном купальнике. Ну, красота.
Она бы у меня, наверное, так на полке и стояла, если бы я ее себе оставляла. В общем, да, этот боди-купальник выглядит очень красиво, облегает ее тело, крепится на силиконовые бретельки, сзади 2 липучки, прорезь под хвост, все продумано, все красиво. Сейчас я попробую его снять, но смотря как пойдет. Вот так он выглядит, снимается все легко и просто, вообще никаких сложностей. Очень красивый купальник. Если бы у меня были Monster High с обычными стройными телами, худыми, я бы с радостью примерила еще на кого-то. Я так понимаю, это бы пошло на тип тел первого поколения Monster High. Но у меня есть только пышная Дракулаура, на нее это, конечно же, не налезет. В общем, красивейший боди-купальник. Последний элемент одежды, аксессуар на кукле, это ее шлем. Ну, сами видите, насколько он выглядит точно таким же, как был в фильме. И как мне нравится это решение, что кукла с прошитыми волосами, но они собраны по форме шлема, и шлем крепится к ним. Вот такими вот пластмассовыми защелками, как бы сказать, и прихвачено нитками. Чтобы снять шлем, эти ниточки нужно просто разрезать. Я уверена, что он будет хорошо держаться и без ниток, но я этого делать не буду. Кукла все же не моя, так что не стану снимать шлем. Но, в общем, выглядит он просто замечательно. Закрывает пол лица, куда мы обязательно ей заглянем под него, но пока я вам показываю ее одежду и аксессуары. Кукла имеет уникальный свой тип тела, разработанный конкретно под куклу с коллектор Alien чужой. Такого ранее мы не видели, и это тоже просто произведение искусства. Ступни с 4 пальчиками с острыми ноготками. Вся кожа чужой рельефная, видно каждую жилку, отростки на пятках и выше по икрам какая-то как чешуя. Шарниры в коленях, очень хлипенькие, кстати. Они практически не держат куклу, она со своим тяжелым шлемом очень легко заваливается. Ну и это не удивительно, потому что шлем, правда, очень тяжелый вместе с волосами, массивный и перевешивает куклу назад. Как я уже сказала, ноги полностью рельефные, здесь как будто бы раскрываются мышцы на бедрах, пупырышки, выпуклости разные. Все это смотрится круто, инопланетно, страшно. Булочки у чужой. 25-й год и эмблемка Mattel. На второй булочке Китай. Хвост. Ну, это стоит вообще отдельной темы. Острый, опасный хвост чужого, которым он может атаковать своих врагов, жертв, абсолютно подвижный. И гнется почти в любую позицию, какую вы хотите ему придать. Он просто великолепен. Растет он у нее как бы из области копчика, понятное дело, из мощного позвоночника. Видите, рельефы все проделаны, отростки, за которые ее одежда крепится. Сзади тоже отростки. Нет слов. Хвост, кстати, открепляется. Он держится на 2 штырьках, вставляемых вот в такие 2 отверстия. То есть, если он кому-то помешал, его можно снять, куколку переодеть, распустить волосы, и будет такая простая Monster High. Также он легко возвращается на свое место. И гните дальше, сколько хотите. Также, судя по всему, вынимается и вот этот отросток, но он прикреплен намного плотнее, чем хвост, поэтому я его снимать не буду. Но при желании это явно можно сделать. Но отверстие будет достаточно большим. В руках шарниры в плече, в локтях, в кистях. На локтях отростки, на предплечьях куча жилок. Все это, повторяюсь, рельефное и приятненькое на ощупь и интересное. Особого внимания заслуживают ее кисти. Шестипалые, красивые, с острыми коготками, страшные. Ну, в общем, это настоящий коллектор-монстр. Вот это я понимаю. В общем, мы поднимались все выше и выше, и наконец-то добрались до ее лица, до ее головы. Здесь детализация тоже просто поражает. Какие-то трубки, какие-то
вены или что это. У ксеноморфа, как мы знаем, двойная челюсть, опасная и убийственная. Это на кукле обыграно вот таким образом. Собственно, как и я в своем мощном косплее это сделала, нарисовала вот такие вот штуки на щеках. Выглядит это все офигенно, замечательное решение. Черные красивые губки, то есть она остается все еще милой, прекрасной Monster High, но с секретиком. Под шлемом мы можем рассмотреть большие, красивые Monster High глаза с кучей звездочек. Сами глаза черные, белые звездочки, кометки какие-то. Очень многим это показалось спорным решением, что глаза слишком добрые, кукольные. Не знаю, а мне это кажется забавным, потому что это все-таки Monster High, а не какая-то экшн-фигурка чужого. И мне очень нравится. Давайте попробуем заглянуть слегка ей под шлем. Надеюсь, я ничего не сломаю. Ну, в общем, вот такие у нее глаза. Шлем удается слегка приподнять, не открепляя его. Какое у нее лицо. Очень фактурное, с такими скулами красивыми. Ну, в общем, все соблюдено. У чужого такой же череп. Безумно милая, безумно красивая. Я прикреплю ее фотографии совсем без шлема, не мои, а взятые из интернета. И, возможно, с распущенными волосами найду, потому что я же этого не буду делать, ибо кукла не моя. Ну, в общем, посмотрите, какая она очаровательная. Мне очень нравится. Этот коллектор получился не только мега узнаваемым, детализированным, а еще и внушающим страх. И это, пожалуй, именно то, чего я лично теперь буду ожидать от всех последующих коллекторов. Если уж вы беретесь за фильмы ужасов, то дайте нам ужас. Здесь удалось дизайнерам Маттела. За эту куклу просто мои аплодисменты и низкий поклон. Думаю, со мной все согласятся, что по уровню исполнения, детализации это лучший коллектор на данный момент. Как бы хотелось, чтобы все были такими, я теперь буду мечтать о выходе с коллектора по Джиперсу Криперсу. Я просто обожаю этого персонажа, и если они придумают что-то настолько же детализированное, как этот чужой, я точно поселю в коллекции. Но, конечно, недавний анонс Эдварда Руки-ножницы разочаровал многих. После «Чужого» мы ожидали не этого. В «Чужом» же я вообще не вижу минусов, кроме его цены. Все-таки $93 с шипом. Это мощненько. Хотя, кукла очень крутая. Просто, произведение искусства. Неудивительно, что за нее дрались не только коллекционеры кукол, а и фанаты фильма «Чужой». Кстати, я дурачок. Высота подставки регулируется, я ее подтянула выше, и кукла стала на нее просто идеально, стойко и прекрасно. Так что минусов реально у куклы просто нет. Я не думала, что я когда-либо уже такое скажу о произведениях Маттела. Короче, какой вердикт по этой кукле можно вынести? Не будь я человеком слова, я бы Аллу поцеловала в щечку, вернула деньги и забрала эту куклу себе. Но договор есть договор. Она обалденная. Все эти отсылки к фильму, особенно кто фанат, я, как говорила, я не прям фанат «Чужого», я люблю фильмы ужасов, «Чужой» мне тоже нравятся некоторые части, но я не фанат. Но все эти отсылки в ее костюме, уникальное тело Monster High абсолютно новая. Ее руки, ее лицо. Кукла обалденная. В общем, кукле я ставлю 10 из 10.
Вы, пожалуйста, напишите свое мнение и оценку в комментариях, и мой комичный, опять же повторяюсь, образ тоже обязательно оцените. От каждого смотрящего жду комментарии. Оценка куклы столько-то из 10, оценка образа Бульбины столько-то из 10. Кто не напишет, того заплюем кислотой вместе с ней. В общем-то, я ее уже упаковала обратно на отправку ее законной владелице. Прощаться больно. Как будто дитинку, она у меня из груди вылезла в начале видео. Ну, дитинку отправляю. Выросла. Пора в свободный путь. В общем, всем пока и до скорых встреч. Все, я прошел. Липли, Да. закрой все люки за мной. Иду вперед. Даллас, подожди. Кажется, я засекла. Да, я вижу его. Где? Около 3-го стыка. Я иду дальше. Так. Я прошел 3-й стык, спускаюсь. Даллас, ты должен остановиться. Я потеряла сигнал. Что? Уверена? Посмотри вокруг. Его точно там нет. Он где-то рядом. О, боже, он движется к тебе. Уходи, беги оттуда. Живи!